С давних времен, когда еще не существовало давок, в которых любой полуфабрикат за 5 минут мог написать прибыльный бразильский фонк, люди для написания музыки использовали живые инструменты. От пианино люди переходили к синтезаторам, а от гитар к электрогитарам. Электрический способ записи звука позволял людям создавать уникальное звучание, а использовались для этого специальные педали эффектов. Одними из самых популярных были педали эквалайзера, дисторшена, реверба, хоруса, дилея, фейзера и тремоло. Сейчас такие педали пользуются спросом намного меньше, поскольку мы живем в мире цифрового пиратства, и любой эффект можно украсть с торрентов. Вроде бы это и хорошо, однако же есть в этом переходе с живого инструмента на цифру один нюанс, и называется он извлечение звука. Думаю, никто не станет спорить, что из гитары никак не сделать пианино и наоборот. Даже если бы они звучали одинаково, извлечение звука у инструментов разное. Поэтому так трудно написать струнные инструменты в компьютерной программе, даже если использовать самые реалистичные библиотеки. К чему это все? Большинство эффектов, которые я перечислял в начале ролика, использовались в основном для обработки электрогитары. И когда рок умер, а музыку стали писать чаще на синтезаторах, то и многие эффекты ушли на дальний план. Могу поспорить, вы сами сталкивались с таким, что вот написали хорошую мелодию, ищете, что бы на нее кинуть, долго думаете и вдруг видите фейзер какой-то. Кидаете его на мелодию, а она такая... И вы кидаете реверб. Кстати, о ревербе. Пожалуй, это самый универсальный эффект, который подойдет вообще на любой инструмент вне зависимости от способа звукоизвлечения. Нетрудно догадаться, что реверб везде заходит за счет своей природной концепции. Эффект эха можно достигнуть и без педалей, однако было бы неудобно каждый раз для записи искать огромное помещение, и поэтому все-таки людям пришлось крафтить педаль. Все реже в электронной музыке я замечаю эффекты дилея, фейзера, фланжера. Иногда могу встретить хорус, но зачастую музыканты ограничивают себя одним лишь ревербом. Я не отношу в список эффектов эквалайзер, лимитер, клипер и компрессор, потому что они уже давно у всех ассоциируются не столь с художественным разукрасом звука, сколь с приведением его в нормальный вид. И это все печально. Если вы досмотрели аж до сюда, то я настоятельно рекомендую дать шанс перечисленным эффектам. Попробуйте найти им применение, ведь проблема зачастую не в идее, а в ее реализации. Применять эффекты можно не только к мелодиям, но и к вашим барабанным партиям. Мне нравится кидать легкий дилей на хэты и поверх всего этого ставить фейзер. Это очень интересно звучит, если правильно настроить. Также очень интересно звучит дилей на плаке, на колокольчиках и в особенности на пианино. Хорус в принципе везде звучит в тему, главное уметь настраивать, но ролик об этом будет чуть позже. Отдельно стоит затронуть панораму, стерео и монорежим. Нынче у людей почему-то не возникает желания раскидывать звук по ушам, хотя это делает микс объемнее. Либо наоборот. Часто встречал ситуацию, когда люди пишут лоу-фай, посылая виниловый шум в стерео. Конечно, как эксперимент это может быть уместно, но все же для того, чтобы добиться кассетного звучания, нужно знать, как раньше работала панорама. До 60-х годов ее не было вовсе, все писалось в моно. Потом появилось стерео, но очень ограниченное. Звук мог быть либо радикально слева-справа, либо по центру. Поэтому на многих записях 60-х годов был такой характерный звук. Yeah, said it's alright, I won't forget. Сейчас же технологии позволяют автоматизировать панораму, регулировать расстояние до звука и скорость вращения вокруг слушателя. 8D музыка, короче. Очень интересная фишка, однако у нее есть серьезный недостаток. Слушатели из динамиков, увы, не смогут ощутить, что звук идет вокруг них. И тем не менее, всем советую попробовать данную фишку. Есть даже специальные плагины. Мне приглянулся Ambeo Orbit. В нем куча углубленных настроек, и он несложный в освоении. Подведем итоги. Нынешняя музыка страдает от однообразия. Жанры все чаще отличаются друг от друга буквально одним названием. И я призываю всех электронных и не только музыкантов обращать внимание на старые, ставшие классикой эффекты, и находить им новые места для применения. Надеюсь, вы зарядитесь вдохновением и возьмете для себя несколько идей из этого ролика. Желаю всем творческого процветания.